Здорово, привет, Купицыки, Нектарин Андреевич Жмышенко на связи. Сегодня непривычный для этого канала формат ролика. Хотелось бы с вами поговорить о той не самой очевидной вещи, присущей каждому дотеру, которая мешает апать ММР, подавляет любое стремление как-либо развиваться в этой игре и чего-нибудь добиваться. В этом ролике я не буду рассматривать какие-либо геймплейные советы, игровые фишки, тактики и так далее. А всего лишь расскажу информацию, которая основана на личном игровом опыте, наблюдениях и которая, думаю, вам даст солидную пищу для размышления. Поэтому перед просмотром обязательно возьмите себе какой-нибудь хавчик, налейте чаек, поставьте лутс к этому ролику и погнали. Представим ситуацию, вы играете с нереальным счетом, вы выигрываете каждую игру по 10 каток подряд, вы трахаете абсолютно все живое в каждой игре, а потом резко вы начинаете проигрывать, вы стараетесь играть как-то по-новому, придумывать что-то новое, подстраиваться под ситуацию, но вам вообще абсолютно ничего не помогает. Вам начинают крутить каких-либо непонятных людей, будем их в дальнейшем называть мутантами, и казалось бы, что ничего святого уже тупо просто в этой игре не осталось. Знакомо, да? С уверенностью могу вас поздравить, вы попали в Hidden Pool или в систему 50%, кому как удобнее, называйте как хотите. Добро пожаловать, так сказать. Самый главный вопрос на моем стриме это как я попал в этот Hidden Pool, как из него выбраться, почему мне крутит мутантов, за что я делаю не так и тому подобное в этом духе. Сейчас я попробую подробно рассказать, что это за Hidden Pool, откуда он появляется, почему вы туда попадаете, как из него выбраться и в принципе сделаем какие-нибудь выводы, которые я уяснил за 11 тысяч часов существования в этой игре. Итак, что такое в принципе этот Hidden Pool? Что такое эта система 50%? Откуда она появляется и что это значит? Это означает, что как только вы начинаете побеждать с винрейтом 50% плюс, то система начинает вас распознавать как очень сильного игрока и начинает вам подкручивать менее сильных игроков, то есть тех, у кого винрейт меньше 50%, 49 и так далее. Почему же эта система до сих пор существует в Доте в 2023 году и нафига она вообще нужна? Просто представьте, что было бы с этой игрой, если бы среднестатистический игрок постоянно в этой игре побеждал и вообще в принципе не проигрывал. Дота это и так довольно сложная игра с высоким порогом вхождения, в которую завлекать нового игрока все сложнее и сложнее с каждым годом, ведь механик в этой игре становится больше, и изучать, и тратить время на изучение в принципе в целом этой игры становится еще больше. Соответственно, завлекать игроков, которые бы заменяли так называемых пенсионеров, которые существуют так долго в этой игре и которые в принципе в нее уже наигрались и ушли или планируют как-нибудь уходить, становится все сложнее и сложнее. Соответственно, приходит на ум единственная логическая опция, которая поможет держать эту игру на плаву, это дарить победы тем игрокам, которые в нее играют плохо, средне или играют слишком мало. То есть те, кто имеет 49% винрейта в общем. Хотя в нынешних реалиях эта система работает непосредственно так, что вас кидают не просто к игрокам, которые довольно слабоваты, а чаще всего к мутантам, которые добиваются 49% винрейта посредством руина, фида, агрессивного токсического говна, который изливается из их вонючего рта. Ёбаная жизнь нахуй. Ну, в принципе, с теми людьми, так сказать, энергетическими вампирами, цель которых существования в доте это высосать как можно больше вашей менталки, заруинить вам игру, получить кайф с того, что у вас горит жопа и делать, в принципе, все то, чтобы эту игру проиграть. Специально, неважно. Парадокс заключается конкретно в том, что Dota с каждым годом становится все более и более командной игрой. Если, например, 2 года назад вам было гораздо проще, даже ощутимо проще играть 1 на 9 в эту игру и даже вы побеждать каким-то образом с такими людьми, которые, в принципе, руинят ваши игры постоянно, то сейчас Dota стала максимально командной и сделать это довольно сложно. Dota, в принципе, сейчас не позволяет вам играть 1 на 9, на какой бы вы роли ни пытались, и чаще всего такое добивается посредством того, что вы играете на каких-нибудь очень дисбалансных героях, у которых общий винрейт на любом рейтинге по дота бафу где-то процентов под 60, и в принципе против них играть даже контрпиками, пиками и командного довольно очень сложно. Если же вы все-таки попали в скрытый пул, что вы можете сделать в таком случае? Как, собственно говоря, действовать? Что надо? Что? Сейчас я вас попрошу максимально вслушаться в ту информацию, которую я вам скажу. Скажу вам сейчас, что какие-либо проворачивать
геймплейные трюки и фишки вообще в принципе не имеют никакого значения и смысла, потому что в таких играх, где вам специально руинят, они вряд ли вам помогут в большинстве случаев. Но я вам сейчас постараюсь сказать, что можно в этих играх сделать. То, к чему я пришел за 11 тысяч часов существования в этой игре, и что впоследствии мне помогло за неделю где-то взять 6000 ММР очень быстрыми темпами, без какого-либо стресса и с очень большим винрейтом, в принципе по 80% на тех героях, на которых я играл. Но суть как раз таки не в том, что я как-то загонялся, начинал что-то изучать новое в доте, как какие-то смотрел гайды, реплеи, в принципе занимался вот этой теоретической частью, которая впоследствии, как мне кажется, ни на что бы не повлияла. Вы должны понимать, что каким бы сильным игроком вы не были, скрытый пул так или иначе рано или поздно вас настигнет. Все равно вы в него попадете, так или иначе. И первая ошибка, которую совершает любой абсолютный игрок в доте, в том числе я, это искать виноватых или жаждать справедливости и задаваться вопросом, почему я играю с этими людьми. В принципе, ваша основная задача в таком случае просто смириться с тем, что вы все-таки попали в этот hidden pool. И вы должны понимать, что скорее всего апаться вы будете в замедленных темпах или вообще в принципе будете лузать. И вы должны понимать, что на кону сейчас стоят не просто ваши ПТС за каждый луз, за каждый вин, а в принципе то самое важное, что существует у вас не только в этой игре, а еще и помимо этой игры. Это ваша менталка. В принципе, всем вам встречались те самые мертвые внутри зацеперы, черешники, которые с нулевой секунды садятся на кэрри, начинают всех хуесосить, поносить, говорить в какой-то ЧСВшной манере, типа, блядь, чел, что ты делаешь, нафига ты крипов так отводишь? Разбивают шмотки, руинят, делают какую-то хуету в этой игре, полностью отсутствуют в ней и в принципе занимаются полной ебаниной. В принципе, те самые люди, которые обвиняют во всех своих неудачах абсолютно любого, но не себя, и в принципе все свои ошибки пытаются спихнуть на любого тиммейта, энеми, на что угодно, но только не видят то, в чем они виноваты, а именно в том, что играют конкретно они в этот момент плохо. Ваша задача просто не довести себя до такого состояния, ибо даже если вы очень опытный игрок в доте, и вы выкупаете в принципе за то, что происходит и вообще за многое, то с херовой менталкой вы не сможете принимать объективные решения в игре, буквально боясь сделать какие-нибудь адекватные мувы, которые могут быть даже и правильными, но из-за той неуверенности, которую вы будете получать по ходу проебов в этом хидden пуле, вы будете действовать иначе, то есть вы будете играть плохо. Вторая ошибка, которую я осознал, заключается в желании отыграться. Всем нам знакома та ситуация, когда мы садимся поиграть в нашу любимую доту, кайфануть от игрового процесса, пару игр выиграть, а в итоге случается так, что мы эти пару игр проигрываем. И потом мы резко решаем то, что мы должны выиграть хотя бы одну игру, или мы не выйдем нахер с этой доты. В итоге вы проигрываете 8 игр и 200 ММР в придачу, что эквивалентно одной звезды на любом рейтинге. А потом вы ложитесь спать с очень фиговым настроением, вопросом, зачем я сегодня проснулся, нахера я играл в доту и нахера я вообще в принципе живу. В таких ситуациях возьмите себе за правило то, что если вы проиграли 3 игры подряд, то это не ваш день, и продолжать играть на рейтинг вам в принципе не стоит. И тут вы зададите мне закономерный вопрос. Ну как же, почему я хочу поиграть в доту? Почему я должен не играть в эту игру из-за того, что я проигрываю? В каждой последующей игре вы теряете какой-то процент своих кондиций игровых. То есть, например, вы первую игру сыграли на 200%, вы там потели, старались, проиграли. Потом вы играете еще меньше кондиций, где-то 150, потом 100, а потом вовсе 80 и 0. Это значит, что вы в принципе не будете играть так, как вы играете в пике своей формы, тогда, когда вы смотивированы, когда у вас достаточно духа, вы хотите делать буквально каждый мув, вы микромоменты, микрофишки, все исполняете в этой доте. После 3 поражений вы должны осознать, это не ваш день, и вы в принципе не можете сделать ничего. Однако, если же вы все-таки не можете это просто так выйти из доты и хотите поиграть, то вот для вас неплохое решение. Вы можете просто пойти сыграть паблик и турбо. Ваша задача просто сыграть одну игру, чтобы победить, поднять себе настроение, поднять тем самым себе уровень мотивации, возможно зарядиться какими-нибудь кондициями и возможно после этого с хорошим настроением идти спать. Либо же, если вы не хотите играть в какой-то беспонтовый паблик, то на такой случай я рекомендую заводить смурфы. Да, те самые смурфы, которые официально сейчас запрещены Valve в доте, но почему-то они до сих пор существуют, почему-то какая-то часть смурфов отлетает, а какая-то нет. В принципе, я вам скажу, что смурфы это вообще какая-то тупо необходимость в этой игре, потому что если тут существует
существует система 50%, то как вы можете играть всего лишь на одном аккаунте, где, скажем, вы прокнули на эту систему, а на втором аккаунте у вас ее нет? Я не вижу в них ничего плохого, если вы играете в пределах своего рейтинга, и он ничем особо сильно не отличается от вашего мейна, и вы не заходите на этот смурф не чтобы руинить или кому-то портить игру, а чтобы просто выиграть. В принципе, на дальней дистанции на смурфах играть нету смысла, потому что то, что вы можете там делать, это, например, изучать для себя что-то новое, изучать каких-то новых героев, возможно, попробовать себя на другой роли. Зачастую иногда бывают те случаи, что человек всю жизнь играет не на той роли, а потом пересаживается на какую-то другую, начинает там божить, как будто он Господь Бог, и вообще играет там как профессионал, как, Топсон, как Миракл, вообще вместе взятый. Однако, если присутствует ситуация, где вы все-таки играете на лоу ПТС, на смурфе, то лучше бросьте эту затею. Объясню почему. Как я и говорил, ваша задача это поднять себе мотивацию, настроение, уверенность в себе. Но как только вы попадетесь на такого же смурфера, который сыграет сильнее, чем вы на лоу ПТС и вынесет вас там, зачастую несколько раз или может быть 2 раза подряд, уровень вашей мотивации падает еще ниже, если бы вы это проиграли на мейне. И в принципе вся затея от этого смурфа катится ко дну. Спрашивается зачем. В принципе таким образом вы вообще убиваете свое эго, оно должно у вас хотя бы присутствовать перед тем, как вы вернетесь на мейн. Я пробовал этот способ со смурфами, какое-то время он мне помогал, потом он вообще мне перестал быть интересен, потому что играть неинтересно на этих аккаунтах, там нет никакой мотивации, ты не хочешь развивать этот аккаунт, ты вообще не хочешь там существовать, и в этом просто не видишь никакого смысла. Поэтому что я решил для себя? Я смирился с тем, что, например, я уже проиграл на своем мейн аккаунте какое-то количество рейтинга и просто зачилился. Что это значит? Я полностью попробовал для себя открыть что-то новое, пересел на свою вторую роль, так как я являюсь, например, мидером всю жизнь, я играю еще на 3-й позиции, как на моей второй роли. Я пересел полностью на этой роли, но решил попробовать для себя новых героев. Я начал пикать для себя брюмастера, на которого я никогда бы не пикнул, когда бы трусился за этими ММРами и цифрами. Я начал пикать тройку инвокера, и так уж получилось, что на этих 2 героях, на одном из которых я играю всю жизнь, а на втором я играю буквально там недели 2, я начал побеждать с винрейтом 80% плюс на 3-й позиции. Что произошло, собственно, если разбирать этот момент? Я перестал бояться запускать каждую новую игру, потому что моей целью сейчас стало не просто апать ММР, а в принципе просто кайфануть от игрового процесса, пообщаться там как-нибудь с людьми, но если они неприятные, я просто их кидаю в мут, даже без каких-либо вопросов, и стараюсь все равно говорить в микрофон и колить по игровому процессу. Да, и вот еще одно самое главное правило. Если вы все-таки попадаетесь в игру, вы слышите каких-то неприятных тварей, которые пытаются вам что-то навязать, постоянно треплятся там, пытаются вас как-то задеть, возможно там подеть, просто кидайте их в мут, продолжайте играть свою игру, то как вы ее видите, и просто кольте их, даже если они будут на вас там орать, что-то пиздеть, вы хотя бы будете в адеквате не слышать это и не будете никаким образом просаживаться по своему настроению, по своему ментальному здоровью. Это очень важно. Не старайтесь вообще никак взаимодействовать с людьми, которые вам неприятны. Это как в реальной жизни. Вы же не будете общаться с неприятной бабкой, которая подрывает вас на троллейбусе, выдергивая ваши наушники и говорить: уступи мне место. Это даже не бабка, это жирный мужик в платье, блядь. Запомните, ваша цель это кайфануть от игры. Вам похеру на цифры, вам не нужны эти ММРы. Вы играете, но вы не стараетесь проиграть эту игру. Далее еще одно правило, которое, я думаю, более индивидуально относится ко мне, но возможно вы найдете в этом что-то общее с вами. Я взял себе за правило не играть на выходных и по ночам. Почему-то именно по ночам я чаще всего ловлю каких-нибудь буквальных руинеров или ливеров, которые чаще всего играют на 1-й позиции, то есть на кэрри, и в принципе нивелируют ваши попытки как-либо выиграть в эту игру, если вы играете на каких-то ролях, которые сейчас еще и стелятся под кэрри. В принципе, по ночам это должно работать так, что выборка из людей становится меньше, вы должны ловить более, скажем так, задротных игроков, которым не надо завтра на работу, но вы ловите мутантов. На выходных все понятно, больше подпивасов, больше людей, которые просто заходят поиграть в доту, которые не в фокусе, которые неважно каким образом оказались на вашем рейтинге, и вы проигрываете. Ну и пару базовых советов, куда же уже без них. Обязательно перед тем, как вы запускаете катку, вы должны быть выспавшимся. Вы должны быть в абсолютном фокусе, вас не должно ничего парить. Желательно сделайте все дела, покушайте, голод вас не должен никаким образом отвлекать, и в принципе на сытый желудок у вас мыслительный процесс в этой игре гораздо выше будет, как и в любом другом деле, собственно
говоря. Лол, очевидно, да? Сходите в туалет, покурить, помойтесь, если вам надо. Не надо делать это на стадии пика, когда вам по-хорошему делать идти ФБ, а вы стоите АФК, и ваша тима 4х5 проигрывает и отдает 3 фрага из 5 возможных. Если же вы проиграли или выиграли, то сразу же старайтесь не запускать эту игру. Подождите хотя бы от 1 до 5 минут. Сейчас вынесли, допустим, какого-нибудь очень слабого там кэрри. Следующая игра, возможно, попадется тупо сразу же с ним. И в следующей игре он будет играть на тильте и сольет вам эту катку. Оно вам надо. Или же, например, если вы проиграли эту игру, то вы уже в тильте, и, возможно, вы попадете с вашим же тильтовым тиммейтом, который будет вас тильтить и будет проигрывать вашу игру так же, как он проиграл вам предыдущую. Вам надо брать этот шанс прока с такими людьми в расчет и потратьте лучше 1 минуту для того, чтобы выдохнуть и лишний стресс, который вы получаете по ходу игры, так сказать, от него избавиться, нежели вы будете догонять этот стресс и потом потратите 40 минут своей жизни на то, чтобы проигрывать. Поэтому, подводя итог, самое важное, что вам нужно сделать, это понять, что ваша задача в игре — это как можно сильнее кайфануть. Как только вы начнете кайфовать, и чем больше вы будете кайфовать от процесса, тем больше рейтинга вы будете апать. Перестаньте вы думать над этими блядскими цифрами, они вообще ничего не значат. Цифры — это результат от того, насколько сильно вы кайфуете, насколько сильно вы смотивированы, насколько сильно вы хорошо себя чувствуете в этой игре. Как только это превращается в гонку по поднятию цифр, это в принципе становится стрессовой какой-то фигней, которая будет напоминать больше какую-то очень фиговую работу, в которой вам не по кайфу и в которой вы испытываете вонючий долбанный стресс. Оно вам надо. Экспериментируйте, не зажимайте, сделайте какие-то новые мувы, возможно, новые роли. Такие простые мувы, которые вам в дальнейшем помогут даже больше играть в эту доту. Надеюсь, вам подобного формата ролик зашел. Постарался перечислить те моменты, которые меня так здорово подтянули, помогли апнуть ММР, и что самое главное, прокачать чуть-чуть хотя бы свою менталку. Надеюсь, эта информация немного вас мотивировала, возможно, переключила с вашего тильта, заставила задуматься и как-нибудь пересмотреть ваше отношение к этой игре и к тому, что вы делаете в доте. По традиции благодарю тех, кто досмотрел этот ролик до конца, обязательно ставьте люкантропа. Уже скоро, думаю, выпущу гайдец на брюмастера, который НС не выпускает леток 8, хотя он обещал. НС, где гайд? Где фишки на брюмастера? Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Обязательно оставляйте какой-нибудь комментарий, буду рад с вами пообщаться. Также заходите на стримы, которые я провожу на своем Twitch-канале и на этом YouTube каждый день в 20:00 по Киеву. Ну и если впадлу формат стримов, то вы всегда можете меня найти в моем ТГ-паблике или на моем Discord-сервере. Также я присутствую и существую в ТикТоке. Ну и что могу сказать? Всех обнял, облизал. Пошел я нахуй.